Здравствуйте, мои дорогие представители знака зодиака Телец. Второй расклад. Переломный июнь 2025 года. Какая тайна откроется для вас в июне? Чего ждать от месяца июня? Что вас удивит? И три важных события. Давайте узнаем, что же случится и что произойдет в июне. С чем это будет связано? А астрологически это очень приятное время, июнь 2025 года. И интересно, и продуктивно одновременно. Энергии месяца нам советуют не пренебрегать сентиментальной панорамой отношений. Это как подсказки звездного расписания. Заботьтесь, мои дорогие тельцы, буквально о своем общении, и вы увидите, как возникает больше возможностей, приятных возможностей, или буквально откроются, может быть, и некоторые двери. И переломность месяца заключается в изменениях самой сути вопросов, которые мы ставили прежде. Если было, знаете, к себе самому отношение, как я должен добиться чего-то, может быть, любой ценой добиться, ну вот именно через настойчивость. А вот здесь нет. Здесь вот меняется несколько такой приоритет или приоритет настойчивости. А вы как будто понимаете, тут настойчивость нужно применить в другом вопросе, как себе не навредить. И вполне вероятно, вторая половина года для нас, для каждого знака зодиака, но для вас, наверное, особенно, потому что все же Уран, ну, на время придет. Уран в знак зодиака Близнецы, это произойдет в июле. Кстати, ну, в ноябре вернется обратно ваш знак, и какие-то итоги вы будете подводить с окончания ноября до апреля 2026 года. Поэтому я к чему? Адаптироваться все равно к чему-то придется. И, может быть, чего-то и не упустить. Рассмотреть разные варианты, а после отстраивать свою жизнь или как организовывать ее в каком-то новом ключе. Но поскольку Юпитер в раке– это как высшая октава эмпатии, готовности к балансу, к дипломатии, чтобы занять свое место в жизни. Здесь я допускаю, что и люди тоже могут меняться, но в конечном итоге мы можем со всеми договориться или, знаете, как через дипломатические переговоры, да, если есть какая-то сложная ситуация, неурегулированная, может быть, и придется принимать какое-то соломоново решение, опять же, чтобы себе жизнь сделать более стабильной. Что-то подобное вы даже можете желать. И июнь месяц нам дает еще и возможность раскрыть, раскрасить, наверное, нашу жизнь, именно личную. И для вас это будет очень актуально, потому что добрые энергии вам могут для людей одиноких словно помочь встретить партнера или встретить друга, например, расширить границы вашего общения, горизонты какие-то перед вами открыть. Опять же, это все через контакты. А для людей, которые занимаются, может быть, бизнесом, или у вас свое личное дело, творчество, здесь тоже через общение вы находите новых партнеров или какие-то новые точки взаимодействия. Поэтому самое главное не быть к чему-то предвзятому или не пользоваться прежними методами, а допустить, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, что же случится или произойдет, мои дорогие тельцы, или в какой сфере жизни вам придется принимать важные решения? Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? Следующая карта. И к чему все это идет? Зачем все это было нужно? Что исполнится? Что вы сможете осуществить? Какая тайна откроется? Чего в целом ждать от июня 2025 года? И какое продолжение следует с заходом на июль? Давайте на второй колоде 3 важных события. Достанем 3 карты. Возможно, это будет как сфера жизни, а возможно, конкретный человек. Словом, с чем будут связаны важные события? 3. И первое важное событие. Вторая карта, второе важное событие для вас, мои дорогие тельцы. Третье важное событие. Что же случится, произойдет, в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Ну, по части денег, по части быта. Имеется в виду дом, место вашего пребывания, личная жизнь, правда. Здесь все вместе.
Но, по сути, это ваша карта. И это когда единственный, наверное, персонаж во всей колоде Таро, королева Пентаклей, который умеет сделать сказку былью или отстроить свое благополучие с нуля. И меня смотрят люди из разных стран. Кому-то действительно в каком-то более позитивном ключе либо вы увидите возможности, либо, ну, как-то и обстоятельства могут по-доброму сложиться. Ну, конечно, тут надеяться нужно на самого себе, всегда говорю об этом. Но все же тут, если мы говорим отстроить даже свое благополучие с нуля, то это не упустить никакую возможность и в конечном итоге остаться довольным. Здесь все, что вы хотите, здесь есть возможность именно осуществить. Но придется думать, анализировать, правда, возможно, себя и перестраивать. Ведь отчасти эта карта будет говорить еще и о том, что на идеи, на творчество королевы Пентаклей очень плодовита, а в этом она похожа на императрицу. И вот эту идею, которая зародилась в ментальности, она умеет осуществить на практике, мои дорогие. Именно перенести в нашу реальную жизнь. И поэтому и как обустройство дома, как и налаживание, может быть, взаимоотношений с семьей, с родственниками. Или это могут быть заработки конкретно, когда вы развиваете свое личное ремесло, творчество. Или, может быть, вы задумаетесь о том, что мне нужно как вторичный доход. Не пассивный доход, а именно, потому что тут про заработки, именно что-то делать приходится. Но вы можете рассматривать для себя как новую работу или думать о ней, искать, как подыскивать, да, какие-то варианты. Но в целом вы обустраиваете свою жизнь и собственное благополучие. Если что случится или произойдет, я не вижу здесь синкопы, мои дорогие. А если она и случается, или какая-то неожиданность, то это вы переворачиваете себе во благо. Мои дорогие мужчины, для вас, ну, где-то подобные энергии тоже. Все же мы не по полу карту рассматриваем, архетип карты. Но иногда эта карта еще и говорит о важной женщине в вашей жизни. Имеется в виду иногда по королеве Пентаклей это как жена, мать, супруга, да, вот может быть, если, допустим, отношения были в прежней дружбе или, ну, вы встречались какое-то время, вполне вероятно, что вы будете задумываться о том, что пора юридически оформить отношения, у кого-то и так проиграется. Но это вообще карта надежного человека и тот, который, на кого можно опереться. Давайте узнаем, что вас удивит. Будущее. Это карта будущего. Вот эта звезда в тройке жезлов, это как направление. Вы здесь направление будете менять, мои дорогие тельцы, или использовать любую возможность. Здесь вас удивит, вы сами себя удивите. Может быть, именно потому, что вообще добрые энергии июня вас могут, с одной стороны, остановить от какой-то поспешности. Или вы сами можете, ну, где-то думать, что мне вот сейчас наступило время, когда мне вот то, что я имею, нужно по максимуму переложить, как с учетом будущих событий или стабилизировать мою жизнь, потому что мечты должны сбываться. Но здесь вот вас может удивить такая перезагрузка, когда вы, с одной стороны, и добрее к самому себе, себя в угол не загоняете или не заставляете себя много работать, кстати. Для вас, может быть, это тем месяцем, когда вы больше будете отдыхать. Ведь карта говорит, что вы, перед тем, как мы планы на будущее построим, или буквально уже девушка строит эти планы, но она пока находится в статике, она не движется никуда. И поэтому мы можем анализировать, все ли я из прошлого готов забрать в будущее, или чем я буду заниматься. Какие-то принципиально важные вопросы вы можете себе задавать, но это уже больше конкретики. И вас может удивить, что больше возможностей вы увидите в июне. Давайте мы узнаем, кто или что появится неожиданно. Ну, какой-то король жезлов может появиться неожиданно. Вообще, это харизматичный лидер. Может быть, и новое знакомство. Какой-то чиновник, может быть. Или с чиновником будет связано получение того или иного документа. Вполне вероятно, вы будете контактировать с таким человеком, который просто вам что-то обещает.
И я должна сказать, да, вот в плане лидерства или команды, потому что это командир, тот, который раздает приказы, то это прекрасно. Но сказать, что он сам готов за вас какую-то работу делать, то нет. Не случайно в этой колоде нам прорисован буквально вот этот харизматичный лидер сидит, собака лежит, посох в руках, все как положено. А вот двое на заднем плане пашут, буквально. Ну вот как-то так. Поэтому тут будет важно не замечтаться. Даже если кто-то что-то появляется неожиданно или предложение, значит все просчитать детально. И вы на это способны, у вас прям чутье будет, мои дорогие тельцы, куда вам нужно идти, а вот что вы не захотите продолжать. Вот вы видите четкие свои ориентиры на будущее. И тут вас какими-то красными речами, ну ни разу, или пустыми обещаниями не увлечь. Но кто-то действительно может вдруг появиться неожиданно. Ну или пытается снова в вашу жизнь, словно, ну так, с прежними какими-то методами войти еще раз, как в реку дважды. Но для тельца все словно на поверхности, на ладони. К чему же это все идет? Какая-то перезагрузка у вас все-таки будет и правильные решения по части работы. Может быть, вы вообще много будете работать, мои дорогие, да. Вот с одной стороны карта показывает, что отдых, да, а вроде тут как работа-то кипит, понимаете? И единственное, что, может быть, вы будете перестраивать свою работу из количества в качество. Вот вполне я такое могу предположить, потому что нет действий, да. А если есть эти действия, то они должны быть обусловлены, как это мне будет помогать в будущем. Или что, какой эквивалент я получу от своей работы. Это одна из лучших карт в колоде. На работу, на деньги. Она может говорить о том, что вы тот профессионал, который повышает свой профессионализм. Или строит карьеру. Или когда вы улучшаете свое материальное положение, когда к вам приходит популярность, когда, вот знаете, буквально каждое ваше действие может для вас означать как символ роста. Или каждое действие своеобразный бонус. И в целом благополучие, да, самодостаточность, ну и буквально достаток в деньгах, он тоже в эквиваленте растет. Не в пустоту, мои дорогие. Может быть, вот эта карта как раз и говорит еще о том, что предложения разного рода, но вы все детализируете, просчитываете, в чем вам нужно участвовать, а в чем нет. Вы видите жизнь такой, какая она есть. Вы не упустите тут какую-то важную возможность. Но, видимо, в каких-то, может быть, прежних энергиях, когда вы с восторгом, с таким юношеским задором на что-то бы согласились, о, нет, здесь телец будет просчитывать. Вот правда. Идем с вами дальше. Что исполнится или ваши достижения? Правда, проходите вы какой-то сложный путь в вашей жизни, преодолеваете какие-то препятствия. Это карта возрождения. И буквально нам свет волшебный падает, и где он попал, растут цветы. Что-то уже закончилось, предыдущий жизненный этап закончился. Или вот эта перезагрузка, она заставляет вас расставить правильно приоритеты. Вот то, что я только что говорила, и себе самому не навредить. И все же, это, знаете, если что исполнится, вы закрываете какой-то прошлый жизненный этап и принимаете решение. Я иду дальше. Поэтому итоги какие-то будут подведены. И не отказывайтесь от всего того, что пытается войти в вашу жизнь. Пробуйте, мои дорогие, будьте гибче. И тогда любая дорога вам не будет казаться тяжелой. Вот это, есть такой момент. Наша девушка идет босиком, но вот этот волшебный свет, и как вера в собственную мечту, в собственные силы, для нее, как означает вот этот свет, да, волшебный, свет нашей душе, или где-то карта может говорить о том, что будут сбываться, телец, твои мечты. Понятно, что тебе нужно самому к этому стремиться, тут не про бездействие. И девушка идет налегке, обратите внимание. Может быть, не цепляться за прошлое. И если что-то пытается оттолкнуться или уйти, мои дорогие, из вашей жизни, отпускайте, идите вперед. И тогда больше будет возможностей исполняться. Какая тайна откроется? Может открыться тайна о конкретном человеке, как будто
он нам, ну, с ним будут связаны какие-то не самые приятные эмоции. Может быть и апатия у кого-то, может быть у кого-то глубокие разочарования. Это карта «Вытоптанный сад». И вот сажала наша девушка вот эти цветы, ухаживала. Но некто пришел и кубки перевернул, да, и цветы тут опали. Вот она смотрит, и для вас это может быть олицетворением того, что кто-то словно в душу залез сапогом. Вот буквально, да, вытоптал какие-то добрые, позитивные намерения или, может быть, и чувства. Тут у каждого по-своему. Да, есть какое-то разочарование определенно, что либо с вами поступили не очень красиво, либо есть, знаете, как что-то не вяжется или не укладывается в голове, как человек мог так поступить. Здесь с конкретной персоной это связано. Но карта нам говорит, да, это не конец света в конце концов, потому что, ну, боже мой, наведем порядок мы в нашем саду, и цветочки будут расти. Здесь ведь как раз все можно исправить. Поэтому вы можете отстроить то заново, что сочтете нужным. Но то, что вы выводы сделаете, да, как тайна откроется, это точно. Вот какие-то очень важные решения вы будете принимать, исходя прежнего минусового опыта, мои дорогие. Здесь открываются перед вами тайны. Может быть, вы узнаете, почему человек именно так себя повел. Но я не могу сказать, что вас это как-то трогает вашу душу. Уже нет. Вы все равно смотрите в будущее. Чего же ждать от июня? Рождение каких-то новых так, идей, мы об этом с вами говорили, новых возможностей, приятного общения. По тройке чаш это у нас праздник. И здесь праздник, когда мы, знаете, в моменте здесь и сейчас. Мы учимся радоваться жизни сегодня. Если есть сегодня какое-то предложение, мы его рассматриваем. Но, может быть, для вас это и сложновато сделать, потому что вы люди очень надежные, и хочется словно быстрее это место застолбить или понять, для чего пришел человек в мою жизнь, да, или какое-то событие тоже, каким может откликнуться продолжением. А карта нам говорит, нет, ты не беги тут впереди паровоза, успей насладиться моментом. И чего ждать от июня? Это вот эта перезагрузка, легкости на подъем. Больше позитивных энергий вам добавляет в июне, но то, что это доброе время, когда вы можете совершать какие-то поездки, может быть, будет много встреч, каких-то контактов, приятных разговоров, но ни разу уже телец не мечтает. Телец в практике. Ну, наверное, практика критерий истины. Но, видимо, и праздник вот этот вам, мои дорогие тельцы, совершенно необходим, потому что идти вперед придется. Что-то вы оставляете позади и даже не оглядываясь, уходите. Какие события у вас продолжат развиваться? Смотрите, в июле вы еще раз словно столкнетесь с ситуацией выбора. Семерка чаш отчасти это розовые очки, вот которые нельзя никак на себя одеть. И мы так вскользь с вами говорили, что могут быть, как и люди, которые пытаются, да, что-то пообещать, но делать они совершенно не собираются. Или был уже тот человек, который оставил, ну, вот это тяжелое такое внутреннее состояние души, или вы это уже пережили, понимаете? И может быть это в позиции у нас именно как какая тайна откроется, и, может быть, информация об этом человеке приходит. Но тут, знаете, какова бы ни была информация, оставаться и реалистом, потому что на последующий период, уже в июле, и пусть на время в июле из вашего знака зодиака Уран переместится в Близнецы, но он потом вернется ведь, правда? Но вы с июля месяца по ноябрь можете словно пронаблюдать. И будьте, кстати, внимательны. Какие события или какие вопросы у вас будут стоять на повестке каждого дня? Какие задачи придется решать? И, скорее всего, когда окончательно в апреле 26 года Уран переместится в знак зодиака Близнецы, на последующие 7 лет у вас будет своеобразным ориентиром, с чем же вы столкнетесь, или приоритет ваших задач может этот период с июля по ноябрь для вас и прояснить как раз. 3 важных события. Первое важное событие, но вы все равно смотрите вперед. 2 тройки жезлов. Хоть камни с неба. Телец настроен идти.
Здесь как алхимия какая-то происходит. Здесь действительно высшие силы вот ваше возрождение. Здесь и нужно и завершить что-то, и пойти дальше. Или, может быть, оставить какие-то прежние разрушающие эмоции. Или надежды, мои дорогие. Для кого-то пустые надежды, и вы будете их оставлять. Но вам уже это сделать легко. Две карты, тройка жезлов, они такую перезагрузку в нашей душе производят, что мы даже можем сказать, ну нет, да и ладно. И вот больше ни минуты не думая идти вперед. Тут важное событие может касаться именно вашего будущего. И вы будете принимать решение, куда же вы едете. Здесь может быть именно с переездом связано. Или куда же вы идете в плане творчества, развития, продолжения работы. Каким образом будут приходить к вам деньги. Потому что жезлы, дела, работа, бизнес, какие-то документы. И иногда с по тройке жезлов вы можете собираться в одно место, а поедете куда-то совершенно в другое. Или перемещение. Второе важное событие. С чем это будет связано? Удивительно. Вы посмотрите. Вторая колода, другая, совершенно другие карты. И нам опять дублирует король жезлов. Ну, видимо, вот тройка жезлов, да, и это у нас в позиции. Что вас удивит? Вот действительно, видимо, вот эта перезагрузка будущего. Вы сами себя удивляете, насколько вы беспристрастно относитесь, может быть, к контактам с каким-то человеком, с которым прежде вы, ну, как-то по-другому, может быть, пропускали через собственную душу. Или ваше отношение было такое, может быть, вы любили этого человека, то тогда понятно, там было много эмоций. А здесь вы его увидите совершенно по-другому. Да, ну какие-то предложения есть, ну, понятно, делать он тут ничего не будет. А здесь нам тоже, кстати, показан тот человек, который, да, он при короне, харизматичный лидер. Но обратите внимание, он коту показывает что-то на карте. Делать придется самим. Или надеяться на самого себя или на саму себя. Я уже не повторяюсь подробно, потому что вот нам карты повторяют ту же самую ситуацию. Третье важное событие. Но вот так или иначе, смотрите, праздник после победы у вас точно будет. Вы найдете правильных людей или вы найдете какие-то правильные возможности, мои дорогие. Вы сумеете тот базис в июне месяце создать, который на последующий период жизни будет для вас своеобразной платформой или той, может быть, тем благополучием, от которого вы можете оттолкнуться. Вы сумеете и отдохнуть, все-таки праздник. И праздник, безусловно, в вашей жизни в июне будет. Будет много радостных моментов. Может быть, вы и будете сами от чего-то отказываться. Но тогда, знаете, это для вас открывает новые совершенно горизонты для того, чтобы быть счастливым. И вот эта карта для вас как итоговая, да, праздник после победы. Поэтому какая-то победа есть. И праздник тоже в июне присутствует. Но, наверное, вы умеете правильно оценивать стабильность или переложить все то, что вы создадите или осуществите, реализуете в июне месяце на последующий период жизни, потому что в июле где-то ситуация выбора может повториться. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.